Очередная поломка. Значит, сейчас включаю зажигание. Заводим. То есть мотор не светится. О, запикало. Засветился мотор. Он, вернее, как уже включил, засветился. Значит, в чем проблема? Проблема в том, что ночью, когда выезжал, машина завелась нормально, потом поехал. И она начала дергаться. И потом опять начала нормально. То есть поехал уже без всяких проблем. Оставил, было уже темно, ничего не делал. Оставил до утра. Утром завел, выехал. Поехала нормально. Потом уже под горочку сразу стало заметно, что у нее тяга пропала. И кроме тяги она слегонца подергивается. То есть чувствуются небольшие рывки. Вот опять она. Ошибка вылазит. Значит, будем сейчас смотреть. Сначала я включу на ELM-ку 327, посмотрю, что за ошибка. И потом будем решать, что делать. Принес ELM-ку, значит, уже все открыл. Ну, снять у меня не получится, потому что программа стоит на этом телефоне. Снимаю телефоном. Значит, сейчас я сниму ошибку и сделаю скриншот, выставлю. То есть, телефон сейчас буду отключать, потом покажу. Сделал сброс ошибки, она еще светится. Сейчас выключу зажигание и обратно включу. Вот я выключил, включаем заново. Все, ошибка ушла, то есть ошибка убирается. Но если проехаться на машине, она опять появляется. Значит, нужно искать причину. Посмотрел я ошибку в интернете. Значит, выдаю, что это связано с избыточным воздухом. Будем смотреть патрубки. Ну и все остальное, что сейчас пока снаружи, потом, если что, может, придется разбирать. Значит, эти все трубы. Уже, в принципе, да. В принципе, смотреть-то нечего. Вот. Как будто мыши поели. Только интересно, почему так. Здесь она ничего не достает. Судя по всему, наверное, качество уже такое делают. Ну, судя по аварии, видео будет коротким. Значит, нужно менять этот патрубок. Значит, на замену. В общем, при этой ошибке проверяйте все патрубки, которые есть на машине. Вот эти вот, которые относятся к воздуху. То есть отсюда вот пошел на интеркулер. Вот это нужно все просматривать. У кого такая ошибка, это первая проверка. В общем, буду менять. Это надо будет заказывать. Заказывать или в магазине покупать. Сегодня выходной. Поэтому дальше снимать смысла нету. Заменяем. Если что-то другое вылезет, значит досниму видео. Ну, судя по всему, наверное, только вот это одна причина. Снял патрубок. Вот какой красивый. Как будто мыши завелись в машине. Ну, там ошметки с него валяются. Повысыпалось и все. Купил другой. Что-то дали мне на Citroen Berlingo. Ну, наверное, одинаковые. Так, по виду не очень похожи. Но буду ставить. Установил новый. Вот он стоит, уже такой вид приобрел. Значит, разбирать ничего не надо, как ставится. Сейчас в двух словах. Чтобы не делали дурную работу, лишнюю работу. Значит, берете, раскручиваете вот этот хомут и вот этот хомут на максимум. Это ключик на 7 или отвертка. Потом сдвигаете его, вот этот вот сюда сдвигаете на край, этот сюда. И руками стягиваете с одной стороны. Как только слезла, вторая уже вынимается. Ставите в обратном порядке. Заводите сюда, этот на резинку и вставляете. В принципе, так все. Сейчас только сброшу ошибку. И можно ездить. Всем удачи, всем всего хорошего.
Лайкайте, подписывайтесь. Буду еще выставлять видео, кому интересно.